Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео у меня для вас два мастер-класса на клиентках. Вариант номер один – нежный весенний персиково-кремовый дизайн с гель-лаками из самых новых коллекций от Rock Nail. Ногти клиенток заранее укреплены молочным полигелем для отличной носибельности. Большой мизинец и указательные ноготки у меня перекрыты персиковым гель-лаком. Гель-лак очень плотный, и на выровненные базы ноготки можно реально перекрыть в один слой. Но так как у меня укреплены полигелем, плюс потом запилены, кое-где все-таки бывает просвечиваются следы пилки, поэтому я перекрыла в два слоя. Нанесла сначала один слой, доработала у кутикулы и боковых валиков и затем продублировала вторым, чтобы довести покрытие до идеала. Просушила 1 минуту и дополнила дизайн персиковыми хлопьями. Наношу сначала кистью из флакона необходимый объем на ноготок. Я буду растягивать, у кутикулы будут плотно и сходить на нет в сторону свободного края. Чтобы прозрачная основа, этот гель-лак не затек никуда под кутикулу, я сначала распределила, не довела, где-то примерно миллиметр, а затем уже пододвинула хлопья под кутикулой боковым валиком. Просушила 30 секунд и перекрыла ноготок глянцевым топом слегка выравнивающим слоем. Топ просушиваю половину времени, так как далее буду выполнять градиент и окончательно все ноготки у меня вместе досохнут. Я нанесла чуть больше, чем на 1/3 персиковый гель-лак и на оставшуюся область кремовый. Кистью для градиента разметающими движениями из стороны в стороны перемешиваю цвета между собой. Этот градиент я буду делать в 2 слоя, поэтому первый слой у меня в качестве подложки. Я доработала боковых валиков и тонкой кистью докрасила возле кутикулы. Просушила 1 минуту и уже второй слой я довожу до идеала. Точно так же нанесла 2 цвета гель-лаков. Разметающими движениями перемешала их между собой. Так как это уже второй слой, и уже даже разметающим движением получается вполне достойный градиент. Но чтобы довести градиент до идеала, прохожусь еще стягивающими движениями. Просушиваю 1 минуту и далее для дизайна буду использовать слайдеры, поэтому по 2 ноготка на руке промазываю базой для гель-лака тонким слоем. Фиксирую 5 секунд в лампе и на недосушенную базу выкладываю хорошо размоченные объемные слайдеры. Название, номер или ссылку на данные слайдеры найдете в описании под видео. На среднем ноготке у меня будет поменьше композиция, а на безымянном уже большая, и ее переношу методом сдвига, так как штампом это неудобно, так как слайдеры достаточно плотные и жесткие. Силиконовой кистью, где возможно было, пригладила, а затем прикладываю штамп и фонариком подсушиваю, чтобы никакие элементы не торчали. Далее, чтобы слайдеры хорошо относились, промазываю базой для гель-лака. С самых выпуклых мест слайдера излишки базы снимаю плоской кистью. Фиксирую несколько секунд в лампе. На среднем ноготке, где один цветок, добавлю немножко хлопьев, которые у нас на указательном мизинце и большом. Таким образом, все ноготки у меня соединились в один стиль. Просушиваю хлопья и дизайн 30 секунд в лампе и перекрываю ноготки со слайдерами глянцевым топом. С выпуклых мест слайдеров снимаю плоской кистью излишки топа, чтобы слайдеры эти цветы не потеряли свою фактурность и объем. Перекрываю таким образом по очереди каждый ноготок и промежуточно фиксируя, а затем уже окончательно досушиваю все ноготки минимум 1 минуту. И вот такой вот очень нежный залипательный маникюр у нас получился. Как вам эта идея для весеннего маникюра? Персиково-кремовый градиент, цветы и хлопья. Вариант номер 2.
тоже очень стильный и нежный и отлично подойдет в качестве весеннего маникюра. Данный процесс выполнения маникюра уже не буду комментировать. Все те же самые манипуляции, что и в первом. Разница только в цвете и не использовали слайдеры. Если интересен обзор на новую весеннюю коллекцию от Rocknail, пишите в комментариях. И следующее видео я выложу именно с демонстрацией этих цветов этой коллекции. Итак, смотрим и залипаем. Окончательно просушила ноготки, и вот такое вот замшевое залипалово у нас получилось. Безумно приятное на ощупь, плюс цвета плотные, насыщенные и просто бомбические. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне очень приятно, а также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. И до новых видео!